Друзья, всем привет! Сегодня я хочу затронуть очень интересную тему образования. В своем видео "5 вопросов о Швейцарии" я косвенно уже затрагивал этот вопрос. Многие люди писали, отвечали, что в России образование хуже, в Европе лучше, в Швейцарии еще лучше, в Америке еще лучше. Но последние 2 дня этот вопрос не дает мне покоя. Я сразу хочу предупредить, сегодняшнее видео, возможно, 95 или вообще 99% людей не поймут или не примут, но 1%, я думаю, поймет, о чем я говорю и что я имею в виду. Это, сразу скажу, видео не для всех. В общем, 2 дня мне не дает покоя эта тема. Дело в том, что позавчера со мной произошло чудо, как я это могу назвать. Я проснулся в 5 утра с таким хорошим настроением, что я выспался. Но так как был выходной, я думаю, ладно, посплю-ка я еще. И когда я лег, с 5 до 7 часов я не мог уснуть. Точнее, это было, знаете, такое как бы и сон, и не сон. И я вот как бы был в такой полудреме, и начали происходить чудеса. Я почувствовал, что кто-то мне как будто по ниточке, или как это называется, как будто струя воды попадала мне в голову, в мозг. И вот в этой воде, по этой ниточке спускалась ко мне информация, как раз таки по образованию. Кто-то, может быть, это высший разум или какие-то высшие силы непонятные, спускали мне определенную информацию, которую я хочу дать сейчас вам. В общем, все мы всегда стремимся получить хорошее образование, дать детям самое лучшее, хорошее образование. Но мне разложили все по полочкам, и теперь я могу сказать, что вообще образование это не так хорошо, как мы думаем. Смотрите, сейчас я вам все попытаюсь изложить так, как я это себе получил в голову. Значит, смотрите, есть два определенных понятия: развитие и образование. Каждый человек, когда он рождается, он развивается. Когда только семя мужчины попадает в женщину, в ней начинает развиваться плод. Именно развиваться, да? Потом этот плод развивается, рождается на свет. И обычно дети у нас не образовываются, они у нас развиваются. То есть они у нас учатся ходить, учатся говорить. В самом начале своего пути они там учатся дышать, да? И когда они развиваются, мы им стараемся не запрещать их какие-то определенные действия. То есть, ну, сами вы знаете, если есть маленький ребенок, он хочет куда-то бежать, бегать, прыгать, играться, веселиться, мы же ему это не запрещаем, мы ему, конечно же, все разрешаем, поэтому он в этой игре развивается. И в слове развитие, и в слове образование есть корень ра. Что такое корень ра? Все мы прекрасно знаем, что раньше у нас была египетская цивилизация. Это была самая-самая развитая цивилизация на всей планете, и до сих пор не могут люди разгадать, и ученые, почему древние египтяне строили пирамиды, почему они захоранивали своих фараонов в этих пирамидах. У этой цивилизации был самый главный бог, который назывался Ра. Ра – это солнце. Ра – это высший разум. Ра – это то самое начало, с чего начиналось вообще становление всего мира, планеты в целом. И вот в слове «разум» есть слог «ра» и есть слог «ум». То есть «ра-зум», высший разум. Ра – это солнце, ум – это ум, наша сущность, наше восприятие, наш интеллект. И вот разум – это вселенский интеллект. Мне показали, что во многих словах, в русских словах присутствует этот корень. Например, слово «ракета». Это «ра», то есть солнце, то есть это космос, да, кета. Космический корабль, который летит в космос, он называется ракета, он не называется по-другому. Также обычное обиходное слово «рама», оконная рама. Мы смотрим в окно через раму и видим ра, то есть мы видим солнце, видим космос ночью, звезды. Это позволяет нам транслировать и общаться через раму, мы общаемся с высшими силами. У нас есть в русском языке слово «раздолье».
Раздолье это что? Вот представьте, закройте себе глаза и представьте раздолье. Я сразу представляю себе большое поле, которое бескрайнее. Оно наполнено солнцем. И вот ты вокруг смотришь это поле, да? Оно большое, оно необъятное. И сверху на тебя не сходят лучи солнца. То есть раздолье. Большое пространство вокруг тебя, и солнце тебя постоянно сопровождает. Росток, когда растет, росток дерева, он растет, он развивается. Он не образовывается, он развивается. Вот она земля, вот оно семя прорастает, и росточек развивается. Он вот так вот развивается. Потом из этого росточка у нас выходит ствол со временем, да. Потом этот ствол развивается, раскидывает свои ветви. Потом эти ветви развиваются, раскидывают листья. Потом образовываются, развиваются плоды. Природа, она сделано очень умно. В природе все развивается. Развивается. Любое растение, любой человек, любое животное тянется к солнцу, к Ра. Поэтому оно развивается. И вот смотрите, человек тоже до определенного момента развивается. Ребенок, когда идет в детский сад, он развивается. Мы ему покупаем развивающие игрушки, развивающие книжки. В садике он играется, лепит, развивается. То есть мы его там не учим, не образовываем, мы его развиваем, помогаем ему найти себя, помогаем ему воспринимать этот мир. И вот я считаю, что человек, ну в России точно, буду говорить по себе, до 5 класса он точно развивается. То есть нам в начальной школе что дают? Чистописание. Мы чисто пишем, мы учимся чисто писать. Нам дают математику. Мы начинаем изучать азы, сложения, вычитания, дробления. Вот такие легкие, да, азы. Рисование. То есть ребенок рисует, начинает там как-то развивать свое логическое мышление. Обязательно физкультура, физическая культура, да, физика и культура. То есть постоянно 2 раза, 3 раза в неделю у детей физкультура, где они бегают, они начинают изучать свое тело, свое внутреннее состояние, чувствовать свое тело. Также есть урок труда, то есть там и лепка, и конструкторы собираются, и девочки что-то шьют, и все такое. Я помню, в школе тоже мы собирались, кто-то конструктор принес, кто-то пластилин принес, мы что-то там делаем, собираем, это очень было интересно. После 5 класса у нас начинается высшая школа, средняя школа. И это у нас называется образование. То есть у нас появляются какие-то непонятные предметы, типа алгебры, геометрии, химии, физики. И нас начинают учить, образовывать. Но слово «образование» это оказывается не очень хорошее слово. Есть в немецком такое слово «oben». «Oben» или «unten». «Oben» это верх, над, «unten» это низ. Вот есть, например, верхняя улица называется Обергассе, нижняя улица называется Унтергассе. В слове образование есть слог об, то есть над. Дальше у нас идет слово разование, да, то есть ра это наш слог, это ра это развитие, это стремление вверх, к верху, к высшим силам, к высшему космосу, ра. И ование это основание. Над нашим основанием разума, ование ра, находится что-то об. Какая-то вот верхняя часть, которая стоит над нашим остовом, над нашей основой. И вот это об не дает нам развиваться. Смотрите, приведу пример. Вот когда росточек растет. Вот он растет, развивается, пошли веточки, то. Если этот росточек накрыть какой-то крышкой, вот, пожалуйста, стебель пошел, и он уперся в крышу, да? И дальше уже дерево либо погибает, либо старается как-то вот эту крышку обойти. То есть развиваться так, да, чтобы расти вокруг этой крышки. Но в живой природе все сделано так, чтобы, конечно же, стебель вот этот, он пошел как-то наверх. Ну и, соответственно, потом занял вот эту вот всю крышу и пошел дальше развиваться. Но стебель, сама основа, то есть здесь пойдут только веточки, какие-то ветви, отклонения, да? А сам стебель, он уперся, все, он уже погиб.
И, соответственно, дерево, которое должно было быть большим, красивым, ветвистым, оно уже не сможет быть таким, потому что все, стебель, мы его уже накрыли вот этой крышкой. Также происходит и с людьми. До какого-то момента ребенок развивается, он растет, растет, развивается, логически мыслит, он творчески мыслит, еще как-то. И вот в 5 классе надевают вот такую ему крышку. И так как ребенок сильный, он еще сильно, он своей силой пытается вот этот купол, как бы, да, расти через него. В этом куполе что содержится? Наказание, двойки, плохое поведение, плохие оценки, насмешки со стороны друзей, там еще какие-то проблемы у людей бывают, да, то есть какие-то психологические или еще что-то. И вот это постепенно давит на психику человека. Он вроде пытается пробить вот этот росточек, да, он еще сильный, он молодой, до 20 лет, вот он старается, продвигает. Сначала заканчивает 9 класс, 11 класс, там экзамены, проблемы, туда-сюда, он как-то пытается, он вроде пытается как-то вот так вот вылезти, может быть, по творчеству, еще что-то, там на какие-то секции ходить. Но ему не всегда дают, потому что вот оно, образование это самое важное, вот. Образование это основа, и мы должны вот биться, чтобы доказывать, что мы что-то можем. И человек постепенно начинает пробивать эту стену, у кого-то получается, но у 99% это не получается. Ему исполняется 20 лет, он идет в институт, там тоже образование, его начинают пичкать какими-то непонятными предметами, которые ему совершенно не нужны. Вот, например, у меня изначально был гуманитарный склад ума. До 5 класса я прекрасно и считал, и писал, и рисовал, и музыкой занимался, и спортом бегал. После 5-6 класса пошли все вот эти алгебры, геометрии, черчения, то есть не рисование, не развитие, а черчение, образование, да. Мне уже совершенно это было неинтересно. Я не мог понять эти все косинусы, синусы, там синусоиды. Я это все зубрил. Да, я соглашусь, что я вот это все зубрил. И в итоге я, конечно, сдавал на 5, я сдавал на 4, я старался в 3 из школы не приносить. Но это мне ничего не дало. Сейчас я уже не вспомню, как правильно вычислять синусы, косинусы, там, гипотенузы и все остальное. Я этого не помню, потому что мне это не надо. А нам давали вот это вот образование. Когда я потом пошел в музыкальное училище, мне давали музыкальное образование. Потом я пошел в Академию Гнесиных. Мне давали дальше опять музыкальное образование. Но вот это вот музыкальное образование, оно ограничивается только тем, вот я вот в этой чашке, да, и все мы в этой крутимся, что, например, у нас в Академии Гнесиных учили просто быть преподавателем. То есть после моего образования я дальше преподавателя, дальше вот этого круга закрытого я не выйду. Также и остальные люди, которые учатся на какие-то профессии, еще на что-то, они доучиваются до этого момента, и все дальше они уже не могут выйти. И вот если у вас есть силы, и вы начинаете как-то вот пускать свои росточки, да, еще что-то, вы начинаете как бы вокруг пробиваться вот этого. То есть у вас все уже, в принципе, стержень образования вам накрыл, как я говорил, пример с деревом. Ну вот стебель, например, я начал, значит, вместо того, чтобы учиться, я пошел работать в хор Сретенского монастыря, потому что там были хорошие зарплаты, там были гастроли, мне это очень нравилось, ездить по разным странам и городам. И вот я вот так вот полез, вроде бы вокруг системы, да, и 2 года поработал, зарабатывал деньги, ездил по миру. И на 5 курсе мой декан узнал, что я зарабатываю больше его и постоянно езжу на гастроли. Он меня вызвал на ковер и сказал: либо я тебя исключаю, либо ты уходишь из хора, потому что ты зарабатываешь больше меня. Мне уже разведка доложила, сколько ты зарабатываешь, на что ты тратишь, и вообще как ты живешь, какая у тебя машина. И он мне так раз, вот эти вот опять веточки раз, и разрубил. И опять же вынудил меня заканчивать образование, мотивируя тем, что я должен жить в общаге, жизнью обычного студента, никуда не ездить, только ходить на учебу и просто получать стипендию 1000 рублей. В хоре я получал 90 тысяч рублей. Поэтому раз веточки мне обрубили. Я закончил свое образование. И вот я его закончил и думаю: так, а что дальше? Какие у меня открыты? Идти за 20 тысяч работать в одну музыкальную школу,
за 15 тысяч в детский садик работать параллельно и устроиться еще в какой-нибудь коллектив, ну еще пускай за 20 тысяч. Вот я буду 50 тысяч получать, никуда из этого уже купола я не смогу вылезти, потому что все, вот это вот образование, оно мне дало только вот это. И я подумал, нет, дай-ка я полезу опять. И я полез опять. Я подумал, что, а дай-ка я, что я хорошо умею делать? Так, я умею общаться с людьми, так я умею коммуницировать, так я могу что-то придумать. А ну-ка, давай-ка я найду какой-нибудь коллектив и буду возить его с концертами по России. Вот я, значит, вылазю из этого своего купола, стараюсь, да. Вот здесь мои веточки. Я начинаю штудировать разную информацию, начинаю самообразовываться. То есть то, что мне не дали здесь, а мне не дали здесь ничего в моем образовании. Мне дали только основу, как учить музыкальную литературу, как дирижировать и как управлять хором. Больше я ничего не знал. И куча такой, знаете, неполезной информации, там теория всякая и непонятная шлабуда, которая мне вообще в жизни не пригодится никогда. Ну вот я думаю, так, я умею дирижировать хором, значит я смогу дирижировать каким-нибудь ансамблем или чем-то еще и организовывать концерты, то есть быть организатором. И вот мои веточки полезли самообразовываться. И я открываю фирму, я начинаю, значит, организовывать концерты, начинаю зарабатывать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, потом миллион зарабатываю с концерта. И вот вроде пошло, то есть все, у меня счастье такое, что я обошел систему, что я это... Ну и потом происходят в жизни белые и черные полосы, у меня произошла черная полоса, что вот эти все деньги, которые я заработал, я потерял. Все, как бы мои ветки опять эти опали, и я опять пришел сюда. Опять вернулся к тому образованию, и я понимаю, что так, что я умею опять делать. И я понимаю, что так, я перешел на здоровое питание, мне нужно что-то придумывать, что людям необходимо в данный момент. И я начинаю придумывать конфеты без сахара для вегетарианцев, сыроедов. Опять штудирую кучу информации, мои вот эти веточки растут, развиваются. Штудирую информацию, смотрю информацию, изучаю, опять же самообразовываюсь, начинаю думать, как мне зарабатывать деньги. И вот так вот мои веточки лезут. И я в итоге открываю свою фирму и начинаю производить конфеты без сахара. Я ищу кучу информации, как эти конфеты продвигать, где их рекламировать, куда их относить, как работать с магазинами, как делать сертификаты, как наладить производство, как брать людей, как трудоустраивать их на работу, как найти партнера. И я вот это все развиваюсь, самообразовываюсь. То есть вот этот стержень, который нам дают, к сожалению, он не учит зарабатывать деньги. Опять же, зарабатывать, понимаете? За работу. Нас учат только работать. От слова «раб». Образование учит рабов. Образование учит рабов, которые будут потом работать в системе. Каждому образованию, каждой программе нас учат в школе по программе специальной, как вы знаете. Программа эта нацелена на то, чтобы каждого человека научить одной профессии, и чтобы он дальше своих рамок не выходил, дать ему определенную зарплату, среднюю зарплату там, или низшую зарплату, и вы будете потом работать на 2, на 3 зарплатах, чтобы зарабатывать хорошо, чтобы просто выжить. И вот это вот дается каждому человеку, вот такое образование. Если бы всех людей учили зарабатывать, то все люди были бы сами по себе, то они уже не являлись бы винтиками системы, а системой управляют высшие слои населения, которым это выгодно. И вот постепенно я самообразовывался, развивался, мой как бы стебель, мой ствол укреплялся, мои знания укреплялись, мои финансовые возможности укреплялись. Я стал свободным человеком, я организовал фирму, я организовал процесс, я организовал людей, я дал людям работу. Я дал людям работу, то есть я уже стал как бы вот этим высшим звеном, которое уже распределяет работу, и у меня люди уже были винтиками в системе. Понятное дело, мне было очень хорошо и очень полезно то, что у меня один человек развозит продукцию, другой человек производит продукцию, третий человек следит за продукцией.
Для меня теперь они стали винтиками в системе, потому что я стал развиваться. И так вот со временем уровень развития, уровень знакомств, уровень еще чего-то вывел меня на Швейцарию, где я познакомился со своей супругой. Потом мы открыли свой собственный маленький бизнес в Швейцарии, булочную. О ней я часто рассказываю в своих видео. И многие говорят: а почему ты не приехал в Швейцарию и не стал работать в Швейцарии? Вот, устроился бы в магазин и работал там. Или устроился бы на завод какой-то бы и работал там. Ребята, у меня уже другой уровень развития. Я уже развился до того, что я никогда не буду работать, я буду только организовывать. И вот в Швейцарии русский Ваня организовал булочную, в которой на него работают швейцарцы. То есть, понимаете, не я работаю на швейцарцев, а швейцарцы работают на меня. Дальше у меня бизнес будет расти, развиваться, я буду открывать филиалы, у меня много очень различных планов, и всегда люди будут трудиться на меня. Дело в том, что я благодарен судьбе, что я вовремя успел вылезти вот из этого колпака образования. Я не хаял государство, я не говорил, что какое государство плохое. Я отучился на музыканта, и у меня теперь зарплата 30 тысяч. Я не могу на эти деньги выжить в Москве, потому что 30 тысяч стоит только снять квартиру. И какое плохое государство? Я начал развиваться. А многие из людей, которые сейчас меня смотрят, которые пишут комментарии, они считают, что государство плохое, оно не дает развиваться, оно не дает самообразовываться. У каждого из вас есть этот шанс. У каждого есть сам шанс развиться, саморазвиться, выйти из этой системы и начать зарабатывать хорошие деньги самому. Я очень сочувствую тем людям, которые получили хорошее образование. Хорошее образование именно и загоняет вас вот в эти рамки, то есть отличники, пятерочники круглые, люди очень умные, но они вот идут до определенного момента со своим умом, и все, и дальше со своим умом они просто идут на работу. И вот чтобы не работать, а развиваться и зарабатывать своим трудом, нужно развиваться, надо пытаться обойти эту систему. Найдите каждый в себе, если вы чем-то недовольны своей работой, недовольны процессом, недовольны государством. Попробуйте обойти вот эту вот структуру и подумать, чем вы можете быть полезны миру и что вы можете ему дать. Если привести самых популярных и самых известных личностей, которые не получили образования, то эти личности стали частью нашей истории. Это тот же Илон Маск, который создал Теслу. Это тот же Стив Джобс, который создал Apple. Они учились в институтах, но они там не учились. Они в это время развивались. То есть, если бы он просто ходил в свой институт и учил математику, это бы не дало ему возможности развиваться. А так он заводил связи, заводил знакомства, изучал компьютеры, изучал новые технологии, ездил по выставкам, развивался, обрастал связями, людьми, которые ему потом в итоге помогли создать такой прекрасный продукт, как Apple. То есть сам Стив Джобс, я читал его биографию от корки до корки, 2000 страниц, он не создал ничего. Он только придумал, нашел человека, который с образованием и который ему сделает что-то. Но, соответственно, все лавры достаются Стиву Джобсу. Возьмем самых известных актеров. Тот же самый Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. У них не было актерского образования. Сильвестр Сталлоне долгое время был вообще безработным человеком, но он сел и придумал сценарий фильма «Рокки». И продал его, по-моему, за $1, но он сказал, что я там буду сниматься. Я человек, у которого нет высшего театрального образования, но я буду там сниматься. При условии, что вы купите у меня этот сценарий за $1. И с этого момента пошла его карьера. Тот же Арнольд Шварценеггер. Он учился до 5 класса практически. Потом он начал пропадать в своих тренажерных залах на тренировках. Но посмотрите, какого эффекта он достиг. Он не получил должного образования, но потом он стал образовываться. Он потом начал заниматься бодибилдингом, дальше он начал заниматься театральным искусством, актерским мастерством, поехал в Голливуд. И представляете, чего достиг этот человек, что он без образования стал какое-то время был губернатором штата Калифорния. Поэтому, друзья, образование в нашей жизни не всегда имеет главенствующую роль.
Давайте возьмем теперь Швейцарию. В Швейцарии образование построено так, что каждый человек, как в коммунизме, должен выполнять свою профессию. Если ты после окончания школы решил стать булочником, ты начинаешь учиться 5 лет на булочника, и все, после этого тебе дают диплом булочника, у тебя дорога закрыта. Ты будешь всю жизнь булочником. Если ты учишься на сапожника, также ты учишься, все, ты стал сапожником, дальше ты уже не станешь булочником. Либо ты будешь зарабатывать, потому что ты должен системе, ты нужен системе, чтобы платить налоги, платить разные отчисления. Ты будешь работать сапожником, тебе жалко будет потратить 5 лет, чтобы отучиться на булочника и работать потом булочником. Но если, например, до 40 лет ты отработал сапожником или булочником и потом решил открыть свой детский садик, ты все равно в 45 лет обязан будешь отучиться на руководителя детского сада и уже работать по профессии, но ты теряешь 5 лет. А 5 лет в Швейцарии потерять нельзя, потому что ты не заработаешь ничего, и ты не сможешь просто жить. Поэтому и в Швейцарии, и в Европе, и в Америке образование построено так, что выращивают винтик, вставляют его в элемент, и этот винтик потом до конца жизни там крутится, до конца он не может уже открыть ресторан, создать какой-то свой магазин, еще что-то. Для каждого элемента нужно образование. Поэтому, когда мы говорим, что в России плохое образование, не надо смотреть на Запад. И не надо думать, что я сейчас отправлю туда своего ребенка, он получит образование, не факт, что его потом где-то возьмут. Не факт, что он потом приедет в Россию и не будет зарабатывать те же самые 30-40 тысяч. Ведь я тоже отучился в самом лучшем вузе страны по музыке. Академия музыки имени Гнесиных. Вторая после Московской консерватории. Это два великих заведения в мире считаются. Но после нашего образования в России мы можем зарабатывать только 30 тысяч рублей. А приехав в Швейцарию с нашим образованием, с нашим дипломом, мне сказали: дорогой, у тебя все классно, но отучись 5 лет в швейцарской консерватории и потом приходи к нам работать. Получай швейцарское образование. У каждого человека в любой стране есть шанс не образовываться, а развиваться. Вы можете образовываться, получать основу, получать знания, но вы должны параллельно еще и развиваться. Никто вас ни по какой программе не будет развивать. Я даже знаю многих людей, которые учились в школе экономики, в школе бизнеса, но они потом не могли открыть свой бизнес, потому что им не дает тех навыков, которые дает жизнь. Если вы хотите заниматься бизнесом, изучайте информацию сами, развивайтесь сами, тянитесь к знаниям сами. Не надо ждать, что вам кто-то возьмет и скажет: ой, у тебя какой хороший диплом, а ну-ка пойдем со мной работать, я тебе буду 300 тысяч платить. Такого никогда не будет. Но если вы сами организуете такую фирму, если вы знаете, если ваш уровень развития позволяет, то вы сможете организовать так, чтобы зарабатывать больше, чем тот человек, который вас хотел пригласить. Поэтому развитие – это хорошо. Образование – это не очень хорошо. Я не говорю, что это плохо, это основа. Но старайтесь еще и развиваться, чтобы выйти из этой системы и чтобы быть счастливым человеком. Еще я хочу сказать, что в Швейцарии, в Европе, в Америке люди выглядят как роботы. Они учатся выполнять одно задание, дальше этого они уже ничего другого не знают, и все, они всю жизнь вот так вот шагают строем. В Швейцарии, как мне кажется, развит коммунизм. Хоть это и завуалировано, но действительно, что ты булочник, что ты продавец в супермаркете, что ты почтальон, что ты велокурьер, ты будешь получать примерно одну и ту же зарплату – 4-5 тысяч долларов. В России немного все по-другому. Все-таки у нас менталитет чуть-чуть более развитый. Еще хочу сказать немаловажную вещь, что в России мы обычно называем Европу или Америку развитыми странами. Но тут происходит подмена понятий. Европа, Америка – это образованные страны. Они не развитые. Развитие – это именно мышление. А, к сожалению, в Европе, в Америке и в других развитых странах нету развития, есть только образование. В России
как вы говорите, уровень образования низкий, но у нас более развитые люди, понимаете? Они развиваются, они ищут, они постоянно пытаются как-то что-то найти. Поэтому все те, кто находится в России, нужно радоваться за то, что у нас есть возможность развиваться, получать уровень развития, добиваться. Я понимаю, что 99% людей сейчас меня смотрят и скажут: куда развиваться, у нас зарплата 15 тысяч. Так вот, пытайтесь развиваться, ищите варианты. Сейчас очень много вариантов, чтобы заработать в интернете, чтобы заработать дома. Даже не выходя от компьютера, вы можете зарабатывать хорошие деньги своим упорным трудом. Просто нужно немного включить голову. И вам не нужно для этого никакое образование. Вот у меня сейчас есть ребенок. И я вот думаю, а вообще нужно ли давать ей образование? Я бы ее с удовольствием развивал. Я бы ее водил на разные секции, кружки, бассейн, гимнастику, музыку, но не водил бы в школу, потому что там начинаются вот эти вот непонятные препоны. С другой стороны, я понимаю, у меня есть свой бизнес в Швейцарии, булочная. Конечно же, по наследству он достанется когда-нибудь моей дочке. Я буду до последнего работать, насколько можно тянуть этот бизнес. Моя дочка подрастет, может быть, у нее появится муж со временем. И, конечно же, я когда-нибудь просто подарю этот бизнес им, и они будут зарабатывать деньги. Зачем ей тратить сейчас свою жизнь, 10 лет на образование, если она все равно потом будет работать в моей булочной? Ну, а если она не будет работать в моей булочной, значит, я организую бизнес так, чтобы у меня трудились люди, платили ей деньги, и она могла бы дальше развиваться по жизни. Поэтому все это образование, вся эта программа, запрограммирование человечества и людей в целом в отдельности, я считаю, что это очень все неправильно. Я желаю вам всем развиваться, трудиться, получать хорошие деньги за свои труды и не быть заложниками системы, в которой нас с самого детства воспитывают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассылайте это видео друзьям, я надеюсь, что им это будет полезно. Может быть, у кого-то сегодня открылись глаза, может быть, кто-то сегодня полностью перестроит свое мировоззрение. Всем удачи и пока-пока.